Когда началась война в Украине, мы с Ладой сделали несколько ошибок, которые чуть не стоили нам жизни. А сейчас в мире ситуация очень похожа на ту, которая была 4 года назад, только в гораздо больших масштабах. И поэтому в этом видео мы хотим вам рассказать, какие ошибки мы допустили, и предостеречь вас от этих ошибок. И еще мы хотим вам рассказать о том, чего не стоит делать, потому что у нас большой опыт. Начнем с того, что мы вообще не думали, что все-таки будет война. И из-за этого мы не подготовились совсем. Во-первых, мы не заправили машину бензином, из-за чего не могли вовремя уехать. Во-вторых, мы не собрали тревожный чемоданчик. В-третьих, мы не узнали, где в нашем городе находится бомбоубежище. А в-четвертых, у нас вообще не было никакого плана отхода. И это такие простые вещи, которые несложно сделать, но они могут спасти вам жизнь. Никто из нас сейчас не знает, что в мире будет. Кто-нибудь из вас предполагал, что в результате действий в Иране сейчас начнут бомбить Дубай? Вообще никто не предполагал. Поэтому может быть все, что угодно. Поэтому сейчас мы, находясь здесь, в Германии, в городе Гайслинген, поедем на заправку, узнаем, сколько стоит бензин, затаримся им, купим все для тревожного чемоданчика, для аптечки. Покажем, что мы вообще складываем в этот чемоданчик и сколько это все стоит в Германии. И еще попробуем найти бомбоубежище и показать вам. Сейчас что ни день, то плохие новости. Сегодня утром мы проснулись и узнали, что бензин во всем мире дорожает. Weiter steigen. Besonders deutlich spürbar ist das an den Zapfsäulen. В новостях было написано, что в Германии бензин подорожал почти в 2 раза. Мы еще этого не видели, но я решил взять канистру и запастись бензином, если он до сих пор у нас еще не очень дорогой. Да даже если дорогой тоже, потому что по своему опыту, когда в феврале 2022 года нужно было уезжать срочно из боевых действий, у нас не оказалось в машине бензина, поэтому мы там просидели целую неделю лишнюю. Одним словом, наученные опытом, мы решили сейчас не допускать такой ситуации. Пусть у нас всегда будет с собой бензин, сколько бы он сейчас уже не стоил, мы поедем и заправимся. Совсем недавно, на прошлой неделе, я заправлялся здесь, в нашем городе, и цена на бензин была 1 евро 70 центов. Такая цена на бензин держится уже все 2 года, пока мы здесь. Вот реально все время одинаковая цена. Мне даже не верится, что она изменилась. Да, друзья, изменилась. Я вижу сейчас вон на табло, уже есть какие-то цифры. 2 с чем-то, евро 90. Нифига себе. Так, ну мы... Вчера была еще евро 70. Это за один день. Это сегодня утром резко подскочило. Сегодня среда, 4 марта. Вот я вам покажу на заправке у нас в городе, где я постоянно заправляюсь. Вот такая цена. Смотрите, на дизель, значит, 1 евро 95 центов. На бензин какой-то Supreme. На дизель Supreme 2 евро 07 центов. Бензин Супер Е10 1 евро 93 цента, и Супер, которым я заправляюсь, 1 евро 99 центов. Ну и какой-то Супер Плюс бензин стоит 2 евро 11 центов. Вот такие цены на 4 марта. Этот бензин я всегда заправляю. Сейчас мы канистрочку его нальем. Смотрите, пишет 1 евро 99 центов. Цена за этот бензин. В канистру должно влезть у меня 20 литров.
Сейчас я уже 10 литров залил, надо осторожно, чтобы не перелить. 12, 13, 14, 15. Вот, все. Полная канистра. Видно даже там вода, ну, тут бензин плещется. 39 евро, то есть почти 40 евро за 20 литров. Ну все, я пошел платить. Я спросил у женщины на заправке, новая цена появилась сегодня. Она сказала, нет, вчера уже появилась. То есть, ну, вчера вечером, наверное. Но заметь, никого нету на заправке. Да, да. На заправке никого. И в бак мы не доливаем, потому что бак у нас практически полный. Поэтому Паники нет. паники нету, да. Может быть, цена упадет, но мы паникеры, получается. Нет, мы просто научены опытом. Приехали мы в супермаркет Эдика, чтобы затарить продукты в тревожные чемоданчики. Почему именно в Эдика? Потому что здесь есть наша любимая печень трески, она очень калорийная. И из-за этой печени трески мы заехали в конец города. А почему? Потому что в других супермаркетах этой печени трески просто нет. The old walls crumble while the shadows roam. Cities whisper secrets of a broken home. Fires burn bright, but the night still breathes. Dreams of freedom float on autumn leaves. Kings and tyrants fade into the past. Their echoes linger, but they cannot last. Children laugh softly where the ruins lie. Tomorrow's sun will paint a clearer sky. Hold on, the darkness fades away. New light rises, bringing hope to stay. По нашему мнению, в тревожный чемоданчик нужно собрать вот такие вещи, как мы здесь на столе собрали. Мы купили на 42 евро продуктов. Вот, например, хлебцы, которые долго хранятся, это вместо хлеба. Печенье соленое, крекер, печенье сладкое, изюм тоже очень долго хранится. Орешки всякие разные, для того, чтобы была питательная пища. Вода, конечно же, вода нужна. Вкусная, питательная, калорийная треска. Мы ее купили аж 4 пачечки. И сладкая ореховая паста. Но никогда нельзя забывать про водку. Водка самый необходимый продукт в таких ситуациях. Во-первых, потому что это дезинфекция, с одной стороны. А с другой стороны, это антидепрессант. Мы Вот. сделали очень большую ошибку в прошлый раз, не купил водки. Да, у нас как раз в Украине тогда этого не было. 42 евро, я уже показывал чек. Вы можете, конечно, на свой выбор все это по-другому немножко сделать. Это чисто наш вариант. Дальше, смотрите, это аптечка. Мы взяли аптечку из своей машины, потому что мы вот сейчас прям буквально проходим ТЮФ. И эта аптечка уже как бы немножко устарела, но в ней бинты, жгут резиновый, эластичный бинт, пластыри. Мы напишем полный список в описании, чтобы не перечислять все эти мелочи, которые находятся в аптечке. К тому же они могут быть индивидуальными, потому что, например, вот ряд лекарств, которые мы добавили. Это Нимесил, это от желудка, да, здесь... Для сердца, от температуры, парацетамол, марганец. Я все время вожу, это еще в марганец с тех времен, когда он продавался. Эластичный бинт, это то, что мы собрали свое. Да, а если у кого-то есть какие-то хронические болезни, конечно, они должны добавить свои таблетки туда, для того, чтобы не остаться в такой момент тяжелый без таблеток. Здесь мы собрали средства личной гигиены. Это мыло, шампунь, зубная паста, зубные щетки, станок бритвенный, салфетки влажные. Ну и в принципе, может быть, чего-то еще можно добавить, если хотите. Главное, чтобы не было лишнего ничего, потому что если будет тяжелый рюкзак, вы его
устанете таскать. Вот, взяли самые необходимые вещи, такие как нож с открывашками всякими, для того, чтобы консервы открывать, что-то порезать. Ножницы мы взяли. И устройство. Это вот пауэрбанки и зарядные устройства. Еще фонарик, для того, чтобы в темноте светить. Смотрите, какое у нас есть устройство. Это Nokia. Это кнопочный телефон старинный, но он просто прекрасен в таких ситуациях, потому что он держит батарею целую неделю. Здесь забиты телефоны экстренных служб, и в любой момент можно позвонить и вызвать кого-то, если нужно. Документы, друзья. Документы, самые основные документы нужно с собой носить. Документы из джоб-центра не обязательно с собой носить, а вот это вот, где паспорта, свидетельства о рождении, там какие-то права на имущество, там, я не знаю, на машины, лучше взять с собой, чтобы потом не было мучительно больно. Но, друзья, вот что самое основное. Посмотрите, вы должны с собой иметь пачку денег. Пачку денег, такую толстую пачку денег, как у нас. У нас тут, правда, муляж, конечно, да, друзья. Это не деньги. Но если у вас будет такая пачка, вы точно не пропадете. Если, конечно, деньги не обесценятся в момент. На самом деле нужно иметь денег на 2 месяца жизни минимум, чтобы вы могли, в случае чего, если вы поехали в какую-то дорогу, 2 месяца прожить просто за свои средства. Ко всякому кипишу готов. Если вы никуда не будете уезжать, то дома лучше иметь еще какое-нибудь бесперебойное устройство. Мы вот на наш другой канал, который называется Tasty Moment, сняли видео о том, как мы покупали в Украину бесперебойное устройство из аккумулятора, инвертора, зарядного устройства. И там мы подробно про это все рассказали, можете посмотреть. Оно не помешает нигде. Если пропадает свет, то можно получать энергию от солнечной панели, заряжать аккумуляторы и всякое такое. Это очень не лишнее в данной ситуации. Ну и по своему опыту мы скажем, что с таким вот чемоданчиком можно просто бегать в убежище, когда обстрелы. Даже если вы сидите дома, то вы вот вскочили среди ночи, тревога, все, чемоданчик на плечи и побежали там в подвал или в убежище, куда вы бежите. Потом вернулись и все. Дома мы так бегали несколько раз в день с 8 этажа на 1. Но еды, вот как по нашему опыту, лучше много не запасать. Я покупала очень много всего, и круп, и консервацию делала. То есть у меня были мешки практически с едой, с мукой. Все, что я могла придумать, я все запаслась. У меня ломились полки. Ну, оно вообще не пригодилось. В конце концов, там завелись жучки, и мы их выбросили. Мы спросили у GPT-чата, где есть в нашем городе бомбоубежище. И он нам даже дал 2 адреса. И сейчас мы подошли к одному из них. Смотрите, как интересно. Это самые старые дома в городе. Ладно, бомбоубежище находится вот здесь. Это, кстати, самый первый подвал в этом городе. Что здесь хранили, я не помню, но, наверное, это бомбоубежище. Вот. Дом построен в 1397 году. Не, ну тут точно не бомбоубежище. Так, ищем дальше. Возможно, где еще рядом. здесь может Но быть? адрес этот. Где тут может быть убежище? Это что-то либо ошибка, либо Давай подойдем. мы не знаем, что здесь под землей находится, конечно. Мы живем совсем рядом, но никогда не заходили в этот музей. Сейчас спросим, он платный или бесплатный. А тут никого и нету. Не у кого и спрашивать. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich einmal gucken? Ja, bitte Hier. gerne. Das ist kostenlos. Kostenlos, ja. Kostenlos. Entschuldigung, eine Frage. Gibt es hier einen Schutzbunker für den Kriegfall?
Nein, Nee. nein, in Geislingen nicht. Deputy hat gesagt, Ja. hier diese Adresse ist eine Die Adresse Schutzraum. gibt es eine Meldung. Das ist ein altes Gebäude. Alte, ja. Da gab es noch keinen Keller. Ah, Okay. Woher sind Sie? aus der Ukraine und wir haben Angst in Situation in Ja, Welt. hier sind Sie sicher. Мы сейчас зашли в этот музей, посмотрели там экспонаты. Там сейчас выставка какой-то художницы. Эда Яхсон. Яхенс, Эда Яхенс. Да. И мы спросили про бомбоубежище, есть тут или нет. И она сказала, что здесь точно нету нигде. И вообще, говорит, в Гайслингене нету. Точнее, она сказала не так. Она сказала, Гайслинген – безопасное место. Здесь нету никаких военных баз, никакого военного производства, ничего. То есть вы можете спокойно тут жить в безопасности. Она нас немножко успокоила, как бы. Но и тем не менее, у нас, как бы, вы знаете, это чисто, наверное, память тела, память каких-то инстинктов. Мы все равно будем искать какое-то место. Мы говорили с ней по-немецки, но сейчас мы понимаем, что наши слова звучат для них дико и смешно. Когда было летом, там было утки, они как плаковые утки, много утки там. Да. Но сейчас это мороженое. И утки капут. Утки как... Где утки? И они не могут плакать для другой озера, потому что это озеро закрыто. Утки летят. Ты видела на улице, утки летите? Так что простите нас за наш немецкий. Вы нам в комментариях писали, говорите все равно, как можете. Вот мы как можем, так и говорим. Но главное, что они нас понимают. На всякий случай мы знаем тут место. Вот, например, в этом здании. Сюда всегда можно зайти. Это бывшее студенческое общежитие. А сейчас это просто общежитие. И здесь можно просто в гараж зайти. Гараж, он подземный. Здесь можно спрятаться в гараже. Я думаю, здесь очень мощное перекрытие. Вот, хотя бы так прятаться. Лада светит фонарями. Смотрите, можно пойти дальше в каком-нибудь коридорчике спрятаться. Видите, сколько тут всяких подвалов. Да, там целые комнаты есть. Пойдем. Вот, это прачечная. Но здесь можно сесть, поставить стульчик, стол. Ну, тут окно, конечно, да. Но как бы оно не наверх. Оно... смотри, оно там стена за окном. Да. В любом случае, хоть немножко, да, можно спрятаться. Это недалеко от нашего дома. Так что мы здесь не пропадем. Посмотрите, какие тут бетонные стены. Прям бетон вокруг. Строили надежно. Это, наверное, был бункер. Может быть. Я думаю, это, наверное, был бункер когда-то. И тут туалеты есть, кстати. Тут, ну, в общем, это жилое помещение. Так что мы здесь не пропадем. Эта заправка называется «Орал». И здесь у нас дизель стоит 1 евро 97 центов. Супер бензин Е10 стоит 1 евро 89 центов. 1 евро 95 центов. Так, ультиматы дизель стоит аж 2 евро 26 центов. И ультиматы 102, это, наверное, бензин такой. Еще, честно говоря, не знаю, что это. 2 евро 26 центов тоже. Дорого. И там, кстати, вон дальше, я покажу. Дальше заправка Jet. Она обычно недорогая, я отсюда вижу. Те же цены. Я сегодня слушал новости, и министр экономики Германии сказал, главное без паники. Да. Я вам расскажу, как это происходит. Люди говорят, бензина нет,
цены поднимаются. Берут канистры все, идут на заправки. Ну. Разбирают весь бензин. В результате бензина нет и цены поднимаются. Так вот оно почему. Ладно, так это мы с тобой виноваты в том, что бензина нет. То, что в Германии возможна ракетная опасность, это очень сомнительно, конечно. Но вот то, что экономические последствия будут, это мы уже видим. Дело в том, что подорожание бензина влечет за собой неизбежно подорожание всех остальных отраслей экономики. Все транспортные услуги, перевозки, все будет дорожать. Курьерские услуги, почтовые услуги, такси, аренда автомобилей, продукты питания сразу же станут дорожать. И в первую очередь это свежие овощи и фрукты, мясо и молочная продукция, хлеб, выпечка, напитки. Все это сразу пойдет вверх. Строительство и ремонт тоже подорожают, потому что туда все время нужно подвозить стройматериалы, все время нужно возить бетон, туда-сюда, все это расходы. Работы мастеров на выезде подорожают сразу. Если вы кого-то вызываете, то уже за дорогу больше платить. В общем, в любом случае для экономики вот это вот подорожание бензина, это плохо. Начинается инфляция, рост цен, привычный для нас, украинцев, процесс. Все дорожает, дорожает. Мы с Ладой, в принципе, всю жизнь живем в состоянии инфляции. Мы так привыкли, что цены год от года меняются, что для нас это, в общем, как просто нужно дожидаться, пока вслед за повышением цен вырастут зарплаты. В такие времена смутные нужно держать машину наготове. Потому что в любой момент надо будет сесть и уехать. И тут как раз совпало то, что прошло 2 года с того момента, как я переоформил эту машину на немецкие номера и прошел ТЮФ 2 года назад. И вот сейчас мне нужно проходить новый ТЮФ, то есть техосмотр, для того, чтобы машина легально ездила по Германии. Сейчас я решил попылесосить в машине для того, чтобы машину представить на СТО. Можно по 50 центов даже бросать. Вот. Раз, два. Ну. Старт вот здесь, кнопка. Берем этот длинный шланг, включаем старт и пылесосим. Но у нас теперь есть свой личный подвал, вот здесь, прямо под нашей квартирой, нам очень близко. Сейчас я возьму канистру, занесу, как раз поставлю в подвале и вам все покажу. Поставлю пока в подвал эту канистру. У нас, кстати, очень старый, мрачный подвал теперь есть. И там лежит летняя резина, на которой мы приехали из Украины. Но она уже стесанная такая. Вот такой у нас огромный подвал тут. Так, канистрочку где-нибудь тут просто поставлю вот так. Смотрите, лысая резина, которую нужно выкинуть уже. Кто знает, как ее утилизировать. Если мы елку везли куда-то специально сдавать, то, скорее всего, шины тоже нужно искать специальное место какое-то. Проблема. Да. Я купил новый. Для того, чтобы пройти ТЮФ, нужно поставить новую резину, ну или, по крайней мере, с хорошим протектором. Я купил новую, нашел самую дешевую, нам обошлось по 35 евро за одно колесо. Купил на сайте Kaufland, доставить должны в пятницу, поэтому я должен успеть к ТЮФу как раз, а ТЮФ у меня с ремонтом в понедельник. То есть все идет по плану. Если придут колеса вовремя. Если вовремя придут, да. Вот, видите, какие старые своды здесь, крючки какие-то висят. Это для пыток. Это пыточная когда-то была тут, естественно. Это если Виталик будет себя плохо вести. Тут у нас какая-то кровать, которая нам досталась от прежних хозяев. Здесь лежали деньги турецкие, мелочь. Я уже забрал. Такие, похожие на евро деньги. У турков тоже вот такие металлические монеты. Но это были лиры немецкие, турецкие.
Посмотри, Лада, какие я купил колеса нам. Нашел самые дешевые. Вот на сайте Kaufland. Тут написано по 39 евро, но у нас тут какая-то скидка, и в сумме получилось 140 евро, 56 центов. Это по 35 евро за одно колесо. Ну, я считаю, нормально. Да, если бы мы покупали просто в магазине здесь каком-то, я посмотрел, можно заехать в АТУ, это, помнишь, мы с тобой ремонтировали там машину, там было бы минимум по 55 евро за одно колесо. Может быть, марка была бы другая, получше. Я, честно говоря, думаю, что при такой езде, как я езжу по городу иногда, то Можно и мне- самые дешевые. Да, можно и самый дешевый. Пришло время ехать на станцию техобслуживания, сдавать машину на проверку перед ТЮФом. Сегодня уже пятница, как мне и назначили термин с 9 до 10. Вот я мчусь. Ну не так, чтобы мчусь, потому что здесь ехать больше 40 километров нельзя по этой улице. Вот дальше можно будет 50 ехать. Не успел снять, как они быстро мою машину загнали в гараж, уже закрывают он дверь. Я даже не думал, что так шустро. Только отдал ключи, смотрю, уже парень сел, там машина стояла, и задом прям в гараж, бу, и заехал. Так, моя машина висит, они ее дергают за колеса, там снизу что-то там с ней делают. Фары горят почему-то. Зачем они не выключили фары? Разряжают. Может, так надо? Да, как они обещали, за полчаса они мне сделали диагностику всей машины, нашли все поломки, которые я предполагал, и 2, которые я не предполагал. Сейчас вам все покажу. Во-первых, он сказал, нужно починить фары, точнее их нужно отполировать. Они недостаточно прозрачные. Полировка и настройка высоты освещения. То есть есть такая вещь, как направленность фар. Вот здесь регулировщик стоит, такая регулировочка, видите, и когда крутишь, фары могут выше светить, могут ниже светить. Следующее, что он мне сказал, что нужно сделать, это радиатор заварить. У меня выхлопная труба как бы стоит новая, вон видите, расширитель выхлопной трубы свеженький, новенький, блестящий даже, вот, а дальше кусок трубы проржавел. И они сказали, что нужно этот кусок трубы то ли заменить, то ли заварить. Еще точно непонятно. Дальше что обнаружили? У меня не работает ручник на одно колесо. Одно колесо держит, а другое нет. Я знал об этом, в принципе, и поэтому сказал окей. И еще что они мне сказали, что нужно сделать. Это резина, вот эта зимняя резина, она у меня не годящаяся, то есть она никакая, ее нужно менять. Вот, я говорю, ну сейчас будет лето, у меня есть летняя, я поменяю. Он говорит, ну, в общем, нужно поменять. Вроде как бы немного, 4 таких задачи, да, пустяковых, как бы. Он говорит, я не могу сказать цены, я не могу сказать, сколько это будет точно. Я говорю, ну, хотя бы приблизительно. Он говорит, это зависит от того, насколько, скажем, механизмы фар, вот эти вот подъемные, еще функционируют. Если они поломались, если там застряли тросики, они уже не регулируются, то нужно менять тросики. Это уже совсем другая цена. Если, например, ручник там просто нужно отрегулировать, и он будет работать, это одно. А если нужно менять тормозную колодку или 2 тормозных колодки, это уже совсем другое дело. Ну и сварка там непонятно. Если там она прогнила не так существенно, можно просто подварить немного, это одно. А если там целый кусок трубы менять, покупать где-то этот патрубок, то это другое. Я говорю, ну хотя бы приблизительно сколько будет стоить? Он говорит, минимум 200 евро и максимум 700. Так он сказал, 700. Я так думаю, он сам не знает. Но все дело в том, что им выгодно
взять по максимуму. Ну как я проверю? Он скажет мне, все надо было менять, все запчасти надо было менять. И все, будет 700, плюс еще тюф 260. Короче, чувствую я, что обойдется мне это около 1000 евро. И это еще будет нормально, наверное. Присматриваю машины. Да, думаю купить. Хорошо, но мне нельзя, вот мне нужен автомат. Не, ну не нашу, а у Леши такая же с автоматом. Такая точно, Да, только с автоматом. да. Да, можно такой. Тебе нравится вообще марка Она Peugeot? классная. Peugeot неплохая, но она что-то часто ломается у вас. У нас, Да. потому что она у нас старенькая. А вообще нет, они Ну, нормальные. 2008, это не такая старая, Да. в общем-то. А какую марку ты вообще предпочитаешь и какую бы ты машину хотел себе купить? Ну, не знаю даже насчет марки. Ну, какую-то небольшую, так, чтобы она легко маневрировала и легко находила место парковочное. Сама? Ясно. Сама заезжала. Не, вообще ваши габариты хорошие. У вашей машинки хорошие Ты габариты. где-то такого же размера, по крайней Да, мере, не хочешь, больше, не больше. да? Скажем, Можно возможно, меньше, но не больше. Volkswagen Polo, да? Ну, что-то такое, да. А как твои дела с автошколой? Ты С щас- автошколой я все как бы необходимые на этом этапе поездки сделал и занятия все посетил. Ну. Теперь жду письма из Геттингена. Должны А. подтвердить, допустить меня до экзамена. Когда я сдам теорию, я смогу еще по автобану поездить и все. А ты случайно не считал, сколько ты уже заплатил за обучение денег? Этот грунт-курс был что-то 435, Мгм. потом я пару раз заплатил 200 с чем-то, потом еще пару раз 300, ну точно уже за пределы 1000 перевалило. Мгм. И тебе еще останется заплатить за экзамен За экзамен и и за вождение по автобану, да? Ну, это минимум 300 евро еще. Да. Мы тогда, когда ты уже все сдашь, закончишь, мы тогда Подсчитаем. посчитаем и нашим зрителям Хорошо. все расскажем, но это будет не в этом видео, а когда уже там все случится. А сейчас мы пришли на такую небольшую автостоянку с автосервисом. Здесь продаются машинки. Да, Сейчас есть будем маленькие тоже. тоже сейчас будем рассматривать. Есть вообще экстремально маленькие. Так, что это за марка у нас? Смотри, здесь же цены написаны, Даня. Это автомат, кстати. Мгм. Смотри, общий прайс 4450 Вообще евро. недорогая. Ну, автомат. Такой лайнер здоровенный, с автоматом. И новая. Она Сколько? 4500. Да, и в ней тюф до октября 26 года, Ну видишь? круто, круто, Вообще. Мгм. Вообще недорогая. Это машина Volkswagen Passat. Да вообще. Да. Такую можно было бы потянуть. Можно было? Ну смотри, нравится тебе по внешности? Или слишком большая? Большая, единственное, что большая. Стоит мерседесик вот такой, но цена не написана. Не О, написано. И вот это описания они- нет. Да, вот это они дали. И на этой тоже не написано, на Renault. Давай посмотрим на вот это. Это тоже такой же Passat, как тот. Оно Такой же. стоит дешевле, смотри, Потому что коробка механическая. механическая, тебе не подходит. Вообще дешево. 2500. Ух ты! 2650 Классная евро. цена. И тюф тоже есть до Тоже. сентября 26 года. Так, смотрите, Круто. BMW. Бэху купишь? Можно. Бэха 2005 года Вообще недорогая. стоит 2950. 2950. Глянь, смотри. 2950. Даня, ну стой, я тебя сфотографирую рядом с Бэхой. Вот, она уже почти твоя. Смотри, 3000 и ты уехал на ней. Да. Но тюфа тут нету, без тюфа. То есть тебе придется эту машину самому ремонтировать, проходить тюф, а Ну, вдруг в она, ней что-то... видишь, она старше вашей. Да. 2005-го. И вдруг у нее что-то поломано, то тебе придется платить деньги за ремонт. А это может, знаешь, пару тысяч тоже. Да, видишь, тут что-то, она как-то подозрительно мало стоит. Вот это вот без автомата Мгм. мануал стоит 4000. 3950. Какого Почти года? 4. 2008 года. Как твоя. Да. Мануал. Ну ты на такой не поедешь, я понял. Я, может быть, мог бы, но лучше не рисковать. Мы когда с тобой зашли в школу, там тетя сказала, что если вы как бы отказываетесь от этого, От ручной от коробки ручной передач. коробки,
то у вас права будут с ограничениями. Я сказал, окей, меня не интересует коробка. Но потом я заметил, что все остальные студенты в школе, Ага. они будут сдавать на автомате, но Ага. они проходят вождение Ну, на этой. Да? А я потом со своим преподавателем, инструктором, Мгм. поговорил. Он говорит, все, мы уже все выездили. Ага. Теперь тебе надо дождаться из Гёпингена письмо, и мы будем дальше на автобане ездить. А я говорю, так давай, может, я на механике поездим. А он такой, на механике? Ты ж уже заказал без механики. Я говорю, ну, остальные ж сдают типа на автомате, а ездят. Так они ж, вот это все, что ты отъездил, они ж ездят на механике. То есть мы просто с тобой не поняли, да, как надо доводить? Они берут еще один набор, это гораздо дороже. Дороже. Гораздо дороже. Ты не волнуйся об этом, Даня. Лишнюю 1000 евро сэкономил. Да, он сказал, это, во-первых, будет не так просто, потому что уже запрос отправили Да, в да, таком да. виде. Знаешь, меня что привлекло? Я Что? покажу. Он тот смарт. Вот такую Вот хочешь себе? это классная машинка, скажи, ладно. Да, жаль, не продается. Это персонально. Если влезу, то все аккордеоны не влезут. Не Ну, все, точно, не тебе все ж нужно- аккордеоны и гитары. Да, да. Даня, купишь прицеп. Смарт с прицепом. Кстати, Даня, вот едет машина с твоей автошколы. Да. Это не твой инструктор, да? Инструктор не мой. Но такой же. Мой, инструктор инструктор. мой. Это ж за рулем не инструктор, а там сидит мой. Ясно. Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 марта, с Международным женским днем. Вы лучшее, что есть в нашей жизни. 1000 поцелуев. Ты знаешь, люди заинтересовались твоим рассказом про просветление. Просят, говорят, нужны подробности. Что за олень такое просветление, как оно с тобой произошло? Это ж не просто просветление, а просветление в Швейцарии. Швейцария. У тебя, например, было просветление в Ольшане. Так это ж стыдно от людей казать. Просветление в Ольшане. Ну да, в селе это же не то Не дело. то, а то в Швейцарии просветление. Да. Так себе. И у меня друг лесовик, он рассказывал все время, когда про меня говорил, просветленный в Швейцарии. Если серьезно говорить, да, то ты мне писал об этом еще, наверное, лет 10 назад в Фейсбуке о том, что ты пережил некий опыт там реальный. Потому что, мы можем шутить об этом, но люди на самом деле не понимают, что за этим словом скрывается. Вот вообще, как ты характеризуешь это слово просветление? Это какое-то понимание чего-то или это типа прояснение ума, например? У меня произошло просветление по поводу возможности ремонтировать машину. Да? Это, Просветление, куда надо ехать, Да, где да, да. ремонтировать. если в таком контексте, то эти просветления у нас происходят регулярно. Да. Постоянно. Я же думаю, ты о каком-то особенном просветлении Ну рассказываешь. да, это ж как у тебя в Ольшане. У тебя что было в Ольшане? Я сейчас не готов про себя рассказывать. И мы тут решили взять интервью у тебя, у меня, потому что... поэтому я должен говорить. Да, смотри, все, что касается моих переживаний, они такие сомнительные. Их вообще нельзя назвать просветлениями. Это просто, какие-то события внутри меня. Я после этого не Ну, у стал меня тоже гораздо такое. лучше. А вот У ты, меня тоже. смотри, ты сказал, что после Характер этого поменялся характер. Да, это уже что-то такое. Да, оно на меня как бы повлияло, потому что это, ты же занимался практикой, ты там сидел целыми выходными, целые воханенды медитировал, ты как бы вел такую целенаправленную работу, а я никакой работы не вел. И у меня такое произошло как бы неожиданное какое-то такое, как говорят, сатари, или такое неожиданное озарение. Резкое, потому что я думал, что я кони двину там. Я в этой вспомнил, ты мне Швейцарии. рассказывал, у тебя был У меня- прям какой-то у меня, приступ. Да, никого не было дома, и я был в чужой стране один и думал, ого, как это мне вообще пережить эту ночь. И я такой лежу и не могу вдохнуть, у меня какая-то невралгия, или я думал сердце. Сейчас как раз и все, быркыцнусь. Это тебе было 30 чем-то лет? 35, еще не было, 35 не было, 34.
звонить куда не знаю. Думаю, надо к высшим силам обратиться. Наверняка есть вокруг меня какие-то позитивные энергии. А я вдыхать не мог глубоко. И я такой дыхание почти остановил. Дышу чуть-чуть, потому что если я дышу глубже, у меня болит сильно. Ну и, конечно, я фиксирую внимание на этом вдохе и выдохе по неволе. У меня что-то в этом процессе дыхания такого замедленного произошло как бы понимание какое-то. Откуда я пытаюсь, какие энергии тянуть. Кругом эти энергии, и я сам весь из них состою. И у меня такое какое-то потрясение возникло такое. Вот этот контекст весь, что там что-то болит, что-то не в порядке, это все пропало. Это все стало выглядеть каким-то бессмыслицей. Отошло на второй план. Просто да? бессмыслицей абсурдом каким-то. А сама боль Такого не физическая? может быть. Я ее перестал чувствовать. И я даже себя увидел со стороны, свое тело. Какое-то такое разотождествление произошло со всем, что я раньше думал и как я раньше все воспринимал. Со стороны ты видел себя как бы из-под потолка или Да, сбоку? да, я видел себя как бы сверху. А у тебя в это время в комнате свет горел или Не, уже темнота? ничего не горело. Ну, наверное, так совсем темно не было, чтобы совсем темно. Ну, я просто пережил такой очень какой-то позитивный стресс. Я просто завис в этом состоянии. Было смешно как бы что-то думать, и я вообще был в каком-то стрессе и на себя смотрел со стороны. Но я после этого проснулся совершенно другим человеком. То есть У ты меня потом- осталось это какое-то понимание. Но я как бы не совсем вернулся. Я как бы себя уже так с телом не идентифицировал. Мне это напоминает разговоры про смещение точки сборки. Да, То есть да. она сместилась и там и осталась. Да, утром я такой проснулся, думаю, я все время думал, чем питаться, чем не питаться. Это вообще какая-то ахинея тоже, знаешь. То есть, Как будто бы оно не имеет значения никакого. и от этого тебе так весело теперь, да, всегда? Пара случайных нот, и вот светлее на душе. Пара негромких слов, и на душе светлее уже. Болью пронзает Бог ту душу, что сковала лень, и дарит свою любовь в душе, которой всех больней. Ты не умеешь врать, и все же врешь который день, думая, что урвать ты сможешь что-нибудь себе. Больно прощаться с тем, что ты хотел считать своим, но это все было сном. И вот растаял он, как дым.